Друзья, всем привет! Это канал Таниколада. Меня зовут Татьяна Колодяжная. Я плету украшения из проволоки, бусин и бисера. В предыдущем своем мастер-классе я показывала украшения. Мы делали с вами вот такую веточку в прическу. Это был мастер-класс. Кто не видел, пожалуйста, посмотрите. И сегодня мы будем делать вот для этой веточки серьги. Одну сережку я сделала уже. Вот так она выглядит. И мы с вами будем делать вторую. Это несложно. Недолго, поэтому приятного просмотра. Для создания второй сережки нам потребуется, конечно же, швенза и точно такие же бусинки, как мы использовали в веточке и, собственно, которые повторяются у нас на этой сережке. Мы еще возьмем проволоку, которая является вообще неотъемлемым элементом любого нашего украшения. Сережку я буду плести в одну проволоку, потому что она небольшая, она легкая, она имеет легкие элементы. Поэтому нам будет достаточно использовать проволоку, одну проволоку, мы ее складываем пополам. Проволока 0,3 мм, цвет серебро. И давайте будем приступать к изготовлению нашей второй сережки. Итак, берем нашу проволочку. Нам понадобится для первого элемента мы возьмем 12 бисерин. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не убегай. Соединяем. Я складываю их пополам и закручиваю. Чтобы примерно одинаковой длины у нас все совпадало, мы делаем вот так. Я просто прикладываю. Сделаем еще пару оборотов. Вот таким образом. И следующий элемент у нас это белая бусинка. Направление первое, левая сережка у нас смотрит к лицу. Значит, это мы тоже делаем вот так в сторону лица, со сгибом в эту сторону. Берем белую бусинку, отмеряем, закрепляем ее на нашей сережке и затягиваем бусинку к основанию без просветов. Берем вторую такую же бусинку. Отмеряем, фиксируем бусинку, закручиваем. Крутим основание. Я отмерю примерно, чтобы сверить по длине. Так, отлично. Третий элемент у нас тоже такая бусинка белая. Отмеряю, фиксирую ее и закручиваю. Это у нас изнаночная сторона, это лицевая сторона. Закручиваю нашу бусинку. Теперь у нас будут такая веточка, состоящая из 3 бусинок формы конус. Беру бусинку, нанизываю, делаю ее подлиннее, чем вот это. Вот так примерно. Потому что мне хочется, чтобы она выделялась. И подкручиваю. Берем вторую такую бусинку. Отмеряем, поджимаем и закручиваем. Соединяем проволочки без просветов. И делаем то же самое с третьей бусинкой. Теперь закручиваем ее. Здесь у нас получается это изнаночная, вот здесь изнаночная сторона,
остальные бусинки на лицевую. Мы переворачиваем эту бусинку, перекручиваем еще немножко, чтобы она тоже была, смотрела на нас лицевой стороной. Вот так у нас получается. Крутим основание. Подкручиваем. Давайте посмотрим. Сверим у нас по длине. Угу. Так, теперь нам нужно сделать такой же элемент из бисера. Мы берем снова 12 бисерин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бежала. 10, 11, 12. Взяли 12 бисерин. Складываем пополам. Так, чтобы она немножечко, опять же, выступала за предыдущую бусинку. И закручиваем ее. Вот таким образом. Теперь мы подкручиваем основание немножко. И закрепляем сюда. Следующий элемент наш — это бежевая бусинка. Берем бежевую бусинку, вдеваем в нее проволочку, отмеряем небольшое расстояние, фиксируем и закрепляем нашу бусинку, закручиваем. Так, смотрим, где лицевая, где изнаночная сторона, все поправляем, соединяем проволочку без просветов. Так, следующий наш элемент — это две бусинки формы конус. Мы берем бусинку, нанизываем ее, отмеряем, закрепляем и закручиваем. Оставляем немножко пространства для второй бусинки, нанизываем вторую бусинку, отмеряем, закрепляем и точно так же закручиваем. Так, подкручиваем основание, меняем направление. Она у нас сейчас вот так располагается, а я хочу, чтобы вот эта бусинка лежала здесь. Можно вот так просто передвинуть, но соблюдая стороны, лицевую, изнаночную, чтобы все было аккуратненько. Вот таким образом я все накладываю. Дальше опять подкручиваю основание. Следующий элемент у нас будет... так, это у нас на серединку пошло. Следующий элемент у нас бисер на этой стороне. Что я делаю? Беру наиболее длинный конец проволочки, снова отсчитываю 12 бисерин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Берем 12 бисерин, отмеряем немножко пространство, складываем пополам и зажимаем наш элемент. Закрутили. Чуть-чуть расправлю элементы нашей сережки. Теперь следующий элемент — это 3 маленькие бусинки бежевые. Чуть-чуть подкручу еще проволоку, использую наиболее длинный конец, он у нас как раз с нужной стороны находится. Берем маленькую бежевую бусинку, нанизываем на проволочку. Отмеряем, она у нас коротенькая, этот элемент. Отмеряем немножко, закручиваем. Теперь нанизываем вторую и таким же образом третью бусинку. Они совсем малюсенькие, их размер 2 мм, они чуть-чуть больше бисера. Но мне такие бусинки очень нравятся. Кстати, если вы захотите использовать такие бусинки, и если вам тоже нравится с ними работать, вы, возможно, удивитесь, но они стоят дороже, чем большие бусинки. Я так понимаю, что это заключается в их производстве, потому что они маленькие и тоже ограненные. Это требует большего, как это правильно сказать, это сложнее, потому что они маленькие. Поэтому я думаю, что оборудование нужно другое, более такое точное,
поэтому они стоят дороже. И в частности, не удивляйтесь, если вы увидите, например, у меня украшения, которые состоят полностью вот из таких маленьких бусинок, но, возможно, они стоят дороже, чем какие-то другие. Подкручиваем еще немного проволоку. Теперь нам нужны 3 бусинки беленькие. Куда вы убегаете? Отмеряем, делаем ее такой чуть-чуть длинненькой и закручиваем. Теперь нам нужно сделать еще точно так же, закрутить еще 2 белые бусинки. Я использую такой способ скручивания сейчас, когда проволочка остается уже совсем такой коротенькой, ее неудобно использовать. И сейчас еще раз это повторю. Я беру бусинку, 3-ю, последнюю. У меня, видите, какой совсем малюсенький конец проволоки остался. Отмеряю чуть-чуть пространство, фиксирую бусинку свою. И смотрите, вот этот кончик, который я уже никак физически не могу держать и натягивать, я его просто накладываю вот на эту точку, на которой заканчивается вот этот наш отросточек. Очень крепко его держу и просто вот так закручиваю проволоку. Здесь такой оборотик сделаем. Да, я взяла чуть-чуть, наверное, коротковатую проволоку. Сейчас посмотрим, потребуется ли нам ее продлять, потому что нам осталось, в принципе, один элемент сделать. Так, вот таким образом у нас получаются здесь бусинки. Я, наверное, так, сейчас я их поправлю. Это у нас изнаночная сторона получилась. Нам нужно вот так перевернуть их, бусинки. И смотрим на этой стороне. Все выравниваем. И нам осталось добавить одну бусинку бежевую. Берем бежевую бусинку, нанизываем ее, отмеряем, фиксируем, закручиваем. У нас осталось совсем вот тут вот коротенький хвостик. Но я все же попробую его закрутить, потому что для того, чтобы просто сделать колечко для нашей швензы, для крепления, в принципе, нам этого будет достаточно, и чтобы не наращивать нам очередную проволоку. Вот таким образом. Здесь у нас уже уплотнение будет, то есть все равно это уже покрепче. Теперь мы берем швензу. Я беру такой швензу-крючочек. Сам крючочек, видите, он такой немножечко открыт. Я его зажимаю, чтобы он был закрыт, чтобы у нас ничего не убежало из него. Аккуратно. Теперь я вдеваю сюда нашу оставшуюся проволочку. Поджимаю ее. Так, давайте сверим по длине наши сережки, чтобы они у нас все-таки были одинаковой длины. Да, расправить мы сейчас ее расправим. Нам сейчас пока важно просто сверить ее длину. И начинаем вот так вот закручивать основание. Основание мы обычно я скручиваю 2-3 раза, но здесь мы закрутим побольше, потому что проволочка у нас осталась одна. Второй хвостик у нас кончился. И я просто вот так побольше намотаю, чтобы просто было, ну, как бы надежнее. Поджимаю здесь немного кончик оставшийся и его так вот аккуратненько отрезаю. Берем плоскогубцы и поджимаем вот этот вот хвостик, который у нас остался торчащим. Торчать он не должен. Вот так мы закрепили нашу сережку. Теперь нам нужно ее расправить. Чуть-чуть я ее вытягиваю, поправляю каждый элементик, который я сейчас сделала.
все ставлю на свои места. Так, и нам нужно поправить вот эти белые бусинки. Ага. Так. Чуть-чуть длинновато я сделала вот эту, но ничего страшного. А давайте ее просто поменяем местами с этой бусинкой, которая длинная. Здесь лучше, чтобы была коротенькая, и мы просто их вот так вот перевернем, длинную сюда, короткую туда, и соблюдаем лицевую и изнаночную сторону. Ничего страшного, так бывает, что какую-то бусинку мы сделали чуточку длиннее, чем нужно, это нормально. Главное выкрутиться из этой ситуации и вот так вот поставить все на свои места. Так, отправляем еще вот этот блестящий элемент из бисера. Этот элемент мы сюда отправляем. И вот так их складываем между собой. Вот таким образом мы сделали вторую сережку. Направление дала не то, но ничего страшного. Сейчас поправим. Хоп, и все. И вот наша сережка поправлена. Вот таким образом мы сделали вторую сережку для нашей веточки из предыдущего мастер-класса. И теперь у нас есть комплект. Сережки наши подвижные. То есть, мне кажется, в этом есть какой-то такой, ну, не то чтобы шарм, но мы все любим, когда у нас что-то болтается на ушках, и мы как-то себя чувствуем такими женственными. Вот, наши сережки болтаются. И очень классно блестят, кстати говоря, на солнце особенно. Вот такой комплект у нас сегодня получился. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, пишите свои комментарии, как вам этот комплект, как вообще у вас получается то, что вы делаете по моим видео. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, оставайтесь со мной. Всем до новых видео, увидимся. Пока-пока.